Вы наверняка знаете о терракотовой армии Китая, но это лишь величайшая иллюзия в истории археологии. Настоящая цель спрятана в 1,5 километрах отсюда, под огромным холмом, который власти Китая запрещают вскрывать уже 50 лет. Там, в ядовитом чреве горы Лишань, спит человек, превративший свою могилу в идеальную машину для убийства. Давайте узнаем, почему гробница первого китайского императора превратится в катастрофу, если мы решимся открыть ее двери. Чтобы осознать масштаб того, что находится под землей, нужно понять человека, который это построил. Цинь Ши Хуанди был человеком, который объединил Китай, начал строительство Великой Китайской стены и унифицировал письменность. Но у этого абсолютного властелина была одна слабость, граничащая с безумием – панический животный страх смерти. Он пережил несколько покушений и перестал спать в одних и тех же комнатах. Он сгонял тысячи ученых и алхимиков со всей империи, требуя только одного – эликсира бессмертия. И параллельно, понимая, что эликсир могут не найти, он начал строить для себя подземный мир. Мир, где он продолжит править после остановки сердца. Строительство некрополя началось в 246 году до нашей эры, когда императору было всего 13 лет. Масштаб этой стройки не укладывается в голове. Площадь всего погребального комплекса составляет около 56 квадратных километров. Это размер современного мегаполиса, полностью скрытого под землей. На этой стройке работало 700 тысяч человек на протяжении 38 лет. Это больше, чем население многих государств того времени. Для сравнения, Великую пирамиду Хеопса строили около 20 тысяч рабочих. То, что создали инженеры Цинь Ши Хуанди, это не просто могила, это точная копия его империи. Древний китайский историк Сыма Цянь, живший спустя столетия после смерти императора, оставил пугающе подробное описание этой гробницы. Он писал, что потолок усыпальницы инкрустирован жемчугом и драгоценными камнями, в точности повторяя карту звездного неба. А на полу из бронзы вылита карта всей империи Цинь. Но самым безумным казалось другое. Реки и океаны на этой карте были заполнены жидкой ртутью, которая приводилась в движение скрытыми механическими насосами, имитируя течение воды. Долгие десятилетия академическая наука смеялась над этими текстами. Ртутные реки звучит как поэтическая метафора или выдумка летописца, желавшего приукрасить прошлое. Считалось, что добыть столько ртути в древности было физически невозможно. Но наука умеет преподносить сюрпризы. В начале 2000-х годов группа китайских и немецких геологов решила проверить легенду. Они не стали ничего копать. Они просто взяли сотни проб грунта на склонах холма, под которым скрывается дворец, и провели лазерный химический анализ. Результаты заставили ученых схватиться за голову. В центре кургана, на площади около 12 тысяч квадратных метров, уровень содержания ртути превышал природную норму в сотни раз. Более того, распределение этой ядовитой аномалии в почве не было хаотичным. Контуры повышенной концентрации ртути удивительным образом совпадали с картой водных артерий древнего Китая, рек Хуанхэ и Янцзы. Сыма Цянь не врал. Древние инженеры действительно выкопали каналы и заполнили их тоннами жидкого токсичного металла. Ртуть – это уникальный химический элемент. Это единственный металл, который остается жидким при комнатной температуре. Он невероятно тяжелый. Представьте себе обычное ведро воды. Оно весит 10 килограммов. Точно такое же ведро, наполненное ртутью, будет весить 135 килограммов. Чтобы заставить эту массу течь, древним инженерам пришлось создать сложнейшую систему помп и механизмов, работающих без электричества только на принципах гидравлики и гравитации. Но главное свойство ртути в другом – она испаряется. И ее пары смертельно опасны для человека. Они поражают центральную нервную систему, разрушают мозг и внутренние органы. За 2200 лет реки внутри герметичной гробницы испарялись. Влага конденсировалась на потолке, капала вниз
и снова испарялась. Внутри холма образовалась гигантская газовая камера с давлением ядовитых паров, которая несовместима с жизнью. Вскрыть гробницу сегодня с помощью тяжелой техники или взрывчатки значит выпустить это ядовитое облако наружу, подвергнув смертельной опасности исследователей и жителей окрестных деревень. Ирония судьбы заключается в том, что именно ртуть, которую алхимики того времени считали ключом к вечной жизни, в итоге и убила императора. Цинь Ши Хуанди регулярно принимал пилюли с добавлением ртути, веря, что они сделают его бессмертным. Постепенное отравление привело к паранойе, отказу органов и мучительной смерти в возрасте 49 лет. Человек, который хотел жить вечно, отравил себя сам, а после смерти лег в центр самого большого и ядовитого резервуара на планете. Кстати, если вам нравятся подобные погружения в тайные истории, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Это помогает нам находить для вас еще больше интересных тем. Напишите в комментариях, какую загадку древности вы бы хотели разобрать в следующем ролике. А мы продолжаем спускаться во тьму гробницы императора. Скептики спросят: на дворе 21 век, у нас есть костюмы химзащиты, противогазы, почему просто не надеть скафандры и не зайти туда? Ответ кроется в физике и химии, и он гораздо страшнее любых ядовитых паров. Опасность грозит не археологам. Смертельная угроза нависла над самой историей. Вернемся к терракотовой армии. Когда мы смотрим на этих воинов сегодня, они кажутся нам уныло серыми. Но когда их только доставали из-под земли в 70-х годах, они были яркими и реалистично раскрашены. Красные доспехи, розовые лица, черные волосы, зеленые пояса. Солдаты выглядели как живые люди, застывшие во времени. Но как только первые лучи солнца касались глиняной статуи, начиналась катастрофа. Древняя краска наносилась поверх слоя китайского лака, добываемого из сока ядовитого лакового дерева. Под землей, в условиях абсолютной влажности и отсутствия кислорода, этот лак сохранялся более 2000 лет. Но стоило воздуху проникнуть в раскоп, влага из лака начинала мгновенно испаряться. Поверхность статуи высыхала, лак сворачивался в крошечные трубочки и осыпался. Ученые подсчитали, с момента извлечения статуи из земли до полного уничтожения краски проходило ровно 15 секунд. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 2200 лет сохранения в идеальной темноте. И 15 секунд до превращения шедевра в серую пыль. В самой гробнице императора находятся вещи, неизмеримо более ценные, чем глиняные солдаты. Свитки из бамбука, деревянные макеты дворцов, картины и органические материалы. Они находились в герметичном вакууме тысячи лет. Вскрыть гробницу сейчас значит нарушить микроклимат. Смена влажности и давления превратит древнюю органику в пепел за несколько минут. У современной науки до сих пор нет технологии, способной мгновенно стабилизировать микроклимат на площади в десятки тысяч квадратных метров. До тех пор, пока такой метод не будет изобретен, правительство Китая категорически запрещает любые раскопки центрального холма. Но что насчет древних ловушек? Тот же историк Сыма Цянь утверждал, что император приказал лучшим инженерам империи установить самострелы и заряженные арбалеты в коридорах гробницы. Любой грабитель, пробивший стену или наступивший на секретную плиту, должен был быть пронзен градом стрел. Можно ли верить этому? Здравый смысл и физика подсказывают нам, что механизмы из дерева и бронзы не могут функционировать спустя 2000 лет. Тетива арбалетов должна была сгнить, дерево истлеть. Однако археологи, исследующие периметр кургана, делают осторожные оговорки. Вавилонские и китайские системы механики создавались на века. В гробнице были найдены бронзовые детали арбалетов, покрытые тончайшим слоем хрома. Хромирование металла в Европе освоили только в 1920-х годах, а китайцы применяли его для защиты оружия от ржавчины еще до нашей эры. Кроме того, ядовитая атмосфера, насыщенная парами ртути, парадоксальным образом выступает как идеальный консервант. Она убивает
бактерии и микроорганизмы, которые вызывают гниение древесины. Никто из ученых не может дать стопроцентной гарантии, что хотя бы один из сотен древних механизмов не сохранил свою смертоносную силу. Но даже если стрелы рассыпались в прах, главная ловушка императора сработала безотказно. Он запер себя в ядовитом сейфе, к которому мы боимся даже прикоснуться. Специалисты сегодня используют неинвазивные методы – мионную томографию, георадары и гравиметрические датчики. Они пытаются просветить курган, не нарушая его целостности. И эти сканирования показывают, что дворец внутри имеет симметричную форму, а его стены до сих пор не обрушились. В самом сердце скрывается структура, похожая на многоступенчатую пирамиду. История гробницы Цинь-Ши-Хуанди – это величайший парадокс человеческой жажды власти. Человек, обладавший неограниченным могуществом, потратил всю жизнь на борьбу с неизбежным. Он стал пленником своей собственной паранойи, оставив нам памятник, который мы можем только созерцать издалека, признавая свое поражение перед гением античной инженерии. И, возможно, некоторые двери должны оставаться закрытыми.